хотели всех перехитрить и сделать бесплатный тест. Никогда так быстро не проходили. Проверили, выяснили, и все, теперь знаем, как нужно делать. Видите, у нас запрещена съемка. Привет из Турции! Сегодня наш последний день, мы улетаем в Россию. Летим на одном из первых чартеров. Мы снимем полное видео нашего путешествия, расскажем, какие сейчас правила, есть ли какие-то ограничения, пустят ли вас в Россию без тестов. В общем, все самое полезное и все самое важное. Мы летим в Санкт-Петербург из аэропорта Анталии. Заказали трансфер из Авсалара. В принципе, можно добраться и на автобусах, но это займет почти в 3 раза больше времени. В описании к видео оставим ссылку на трансфер, которым пользовались сами. Вдруг вам пригодится. У них оказалось дешевле всего. В аэропорту с безопасностью все в порядке. На каждом шагу стоят санитайзеры. Повсюду нанесена разметка, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию. Персонал следит, чтобы все были в масках, перчатки носить не требуют. В аэропорту сейчас вообще нет людей, ни очередей, все очень быстро прошли, никогда так быстро не проходили. Может быть, потому что мы первые отсюда улетаем. Возможно, через пару недель аэропорт Анталии будет не таким пустым. Скоро туристы начнут возвращаться с отдыха из Турции в Россию. Прошли контроль, и несмотря на то, что мы почти в 3 раза превысили нормальный срок пребывания в Турции, нам ничего не сказали, все в порядке. Сейчас сразу попали в Duty Free работает. Знаем, что во многих магазинах парфюмерии и косметики сейчас запретили тестеры, но в Duty Free Анталии такого нет. Даже декоративную косметику можно пощупать. Еще раз убедились, что подарки и вкусности надо покупать внутри страны, а не на вылете. В Турции такие же цифры на ценниках, только стоимость товара указана в лирах, а не в евро. Мы нашли лукум, который купили в Авсаларе за 10 лир, а тут он продается за 10 евро, то есть почти в 9 раз дороже. Фудкорт в аэропорту Анталии сейчас открыт не до конца, работает примерно половина ресторанов и кафе. В некоторых закусочных предлагают только упакованные сэндвичи, но нормально поесть нам все-таки удалось. В залах ожидания кресла можно занимать в шахматном порядке, на всякий случай натянуты ленты. Посадка на рейс в Петербург прошла быстро, как и на границе, никаких вопросов нам не задавали. Пока мы проходили все контроли, у нас еще ни разу нигде не измерили температуру. Посмотрите, сколько людей в автобусе. Это все пассажиры на нашем рейсе, больше никого не было. Всего человек 15 вместе с нами. Оказалось, что желающих улететь из Турции в Россию сейчас немного. Странно, что нас полетело мало, но рассаживать в разные концы самолета людей не стали. Большую часть пассажиров сосредоточили в центре салона. Извините, у нас запрещена съемка. Интересно, почему нельзя снимать? Раньше было можно. Может, есть что скрывать? Мы летели с авиакомпанией Red Wings, к ним нареканий нет. Пару раз персонал пробегал без масок, но вообще с безопасностью все в порядке. Нам даже принесли сменные комплекты масок через 3 часа полета. В пути дали анкету от Роспотребнадзора. Форма стандартная, личные данные, адрес регистрации, место проживания и так далее. Если в ближайшее время вы куда-то полетите, берите с собой ручку, потому что у стюардесс их обычно мало. Мы прилетели из Анталии в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Границу прошли спокойно. Все, мы прилетели, никто никаких тестов у нас не спрашивал, но мы заполнили анкеты. Нам сказали, что мы обязаны сдать тест в течение 72 часов и загрузить его на госуслуги. Мы сразу поехали домой, решили сделать тест на следующий день.
В общем, есть 3 варианта, чтобы сдать этот тест. Можно пойти в платную клинику. Мы позвонили, узнали, оказалось, что они делают дней 5 примерно, либо экспресс-тест, но он стоит жутко дорого, дороже, чем в Пулково. Второй вариант сдать в Пулково, причем там есть плюс, что они сразу же отправляют это в Роспотребнадзор, то есть не нужно самим грузить на госуслуги. И третий вариант — это поликлиника по месту жительства, как нам сказали. Мы хотели всех перехитрить и сделать бесплатный тест, то есть в поликлинике. С утра мы позвонили в свою поликлинику, к которой мы прикреплены, и нам сказали, что они не принимают туристов, то есть только людей, которые заболели или с подозрением, да, на болезнь, они могут прийти сдать тест. А тот, кто прилетел из каких-то стран, это типа ваши проблемы, мы ничего не знаем, ничего не принимаем. Нам сказали позвонить в единый центр, узнать, где можно сдать. Мы позвонили, но нам сказали, что вообще никаких вариантов нет, все это будет делать очень долго. Мы вообще не знали, что делать, ломали голову и решили все-таки поехать в Пулково. Оказалось, что это был самый лучший вариант. Тест стоит 2200. В остальных платных клиниках, где мы звонили, спрашивали, везде было дороже, а тут они сразу же дают ответ в течение 48 часов и отправляют его в Роспотребнадзор. То есть от нас больше ничего не требуется. Мы сегодня съездили, несмотря на то, что мы прилетели вчера, зашли в этот кабинет, быстренько заполнили анкетку, и все, у нас взяли тест, это заняло минут 5, наверное, и теперь мы просто ждем ответ. Работают они круглосуточно и без выходных. В общем, не повторяйте наших ошибок. Если вам предлагают сдать в аэропорту, то сдавайте, не ищите каких-то других путей, потому что обмануть, перехитрить ничего не получится. Мы это проверили, выяснили, и все, теперь знаем, как нужно делать. Надеемся, эта информация поможет вам не переживать. Поддержите нас лайком, мы старались для вас. Подписывайтесь на наш канал, впереди еще много интересных выпусков.